Здравствуйте, в эфире программа «Время», в студии Екатерина Андреева. Главные события дня. Среди погибших и пострадавших дети. В Донецке в результате удара украинских националистов разрушены верхние этажи жилого дома. Блокировали боевиков на территории 3 заводов и борются с диверсантами. Что сейчас происходит в Мариуполе, увидела наша съемочная группа. Пришли на помощь соседям. Силы Луганской Народной Республики освободили село Терновое в ДНР. Почему этот рубеж особенно важен? Эксклюзивный репортаж. Положено на бумагу, в чем суть прогресса на переговорах представителей Москвы и Киева. Разъяснение от главы нашей делегации, оценка министров иностранных дел и заявление представителей Минобороны. Ситуация на Украине, давление со стороны Запада и другие ключевые международные темы. Переговорный марафон Сергея Лаврова. За один день встречи с коллегами из Китая, Ирана, Узбекистана, Индонезии и Пакистана. Свидетельство преступлений неонацистов. Западные журналисты начинают рассказывать правду о том, что происходит в Донбассе. Почему иностранная пресса больше не может молчать? Подделали историю, как киевские власти нацеливали детей ненавидеть Россию. И к чему, по мнению украинских псевдоученых, привела победа Советского Союза во Второй мировой. Российские специалисты изучили украинские учебники. Многоэтажное строительство, развитие медицины и образования – точки роста для Ингушетии. Подробности встречи в Кремле Владимира Путина с главой республики. После командировки на орбиту на Землю вернулся очередной экипаж МКС, 2 россиян и американец. Какой рекорд в этой экспедиции установил наш космонавт Петр Дубров. В Донецке сегодня весь день разбирали завалы в жилой 9-этажке, в которую утром попала украинская ракета. Несколько квартир полностью уничтожены. По последним данным, 1 человек погиб, еще 8 ранены. Дом расположен в спальном микрорайоне Текстильщик на западе города. А стреляли, по данным властей ДНР, с севера, из района между Авдеевкой и Песками. Здание серьезно повреждено, и, по словам специалистов, еще несколько этажей могут в любой момент обрушиться. Репортаж нашего специального корреспондента Дмитрия Зайцева. На месте обстрела сейчас работают экстренные службы. Спасатели разбирают завалы. Не исключено, что под плитами этой многоэтажки могут находиться люди. Этого ребенка извлекли из-под обломков одним из первых. Во время обстрела погиб отец малышки. Со осколочными ранениями девочку, которой нет еще и 2 лет, вместе с мамой доставили в отделение нейрохирургии в одну из донецких больниц. Обе без сознания, состояние тяжелое. Мама сразу пошла в операционную, потому что там необходима была помощь и нейрохирургов, и лор-врачей. Соответственно, операция продолжается и оперируют 2 бригады. Ребенок получил тяжелую после этого обстрела травму головного мозга, открытую. Ребенок без сознания, ребенок интубирован. Если какие-то изменения в его состоянии будут, его прооперируют. Всего же, по предварительной информации, известно о 8 раненых и 1 погибшем. Мама! Под плитой завалила ее. 4-й этаж, вон бетонная плита торчит с окна. Я в спальне, бабушка в зале, а мама в кухню вышла. Вот школа, а вот он дом. Сбрило несколько этажей. Этот громкий взрыв ранним утром разбудил полдонецка. В спальном микрорайоне Текстильщик снаряд уничтожил сразу 3 этажа, полностью разрушив несколько квартир. По всему двору разбросаны личные вещи жителей этого дома. Повсюду обломки. Как мы видим, завален подъезд. Для того, чтобы попасть внутрь, спасатели используют лестницу. Сложность при разборе завала, нужна специализированная техника, более мощная, потому что здание полностью повреждено. Практически, если вы видите, это 3 этажа, которые фактически, работая с институтом строительным нашим, мы просмотрели, находятся в состоянии критическом, которые в любой момент могут обрушиться. К разрушенной многоэтажке сложно проехать спецтехники. Мешают деревья на спортивной площадке. Ее тоже посекло осколками. Взрывной волной выбило стекла в окнах соседней школы. Елена шла домой из магазина, когда раздался взрыв. 9-й этаж, 72-я квартира. Это вот где стоит, смотрите, МЧС стоит. Это стоит пол моей квартиры. Вы там находились? Слава богу, нет. И мама вечером уехала, а должна была там ночевать. Следователи уже приступили к выяснению всех обстоятельств сегодняшнего обстрела. Уже есть предварительные версии, чем и откуда били украинские военные. Нашли осколок, это предположительно от головой части
ракеты СЗО «Ураган». Сейчас будем уточнять, здесь есть номерные обозначения. Предположительно, направление с северного направления по дому. Это где-то промежуток между Авдеевкой и Песками. Направление тоненького, вот это направление, придет оттуда. До окончания спасательной операции всех жителей дома эвакуировали специальной комиссией. Предстоит изучить техническое состояние девятиэтажки и решить, стоит ли ее восстанавливать или проще снести. Пока же городские власти занялись расселением семей, лишившихся крова в результате обстрела. Дмитрий Зайцев, Дмитрий Гиновский, Дмитрий Зелевянский, Владимир Беляев. Первый канал. Донецк. В Мариуполе, еще одном крупном городе Донецкой Народной Республики, около 100 человек, в том числе 37 детей, заблокированы в роддоме, который держат в осаде украинские националисты. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Медики вынуждены принимать роды при свечах и прятать новорожденных в подвале. Неонацистов постепенно вытесняют из города. По данным властей республики, оставшиеся боевики сейчас укрываются на территории 3 заводов – Азовсталь, Азовмаш и на металлургическом комбинате имени Ильича. Обстановку в Мариуполе на месте сегодня оценил мой коллега Евгений Лямин. Танки с оборонительных рубежей выдвигаются вперед к штурмовым отрядам. Огневая поддержка. Сектор за сектором из Мариуполя выбивают боевиков бандформирования «Азов». Помогаем морской пехоте, входим в взаимодействие, отрабатываем противника. Если противник укрепился в домах, мы на тяжелой броне выезжаем, их отрабатываем, откатываемся, и уже морская пехота идет защищать. От неонацистов уже освобождена большая часть Мариуполя. Это приблизительная карта. Точную составить сложно, потому что обстановка меняется. Боевиков окружают, прижимают к морю и уничтожают. Основной очаг в районе завода «Азовсталь». Оттуда в основном бандформирования и обстреливают город. Действуют небольшими группами. Там, где нет активных боевых действий, люди выходят из подвалов. Улица становится тылом, но это вовсе не повод расслабляться. Боевики переодеваются и под видом мирных жителей совершают диверсии. Открывают огонь по военнослужащим, местным жителям, журналистам. Также перемещаются снайперы, поэтому огонь может вестись откуда угодно, предупреждают военные. Командир танкового взвода рассказал, как задержали группу боевиков, которая перевозила боеприпасы с одной позиции на другую. Были случаи, что перевозили даже боеприпасы в гробу. То есть как это было? Что это? Машина, а сверху гроб. Лица грустные, подходишь, проверяешь, гроб открываешь, а там боеприпасы. Огневые точки боевики бандформирования «Азов» оборудовали заранее в жилых домах. Например, в этом было их несколько. Дом находится на перекрестке. Одна улица, вторая в окна простреливается полностью. Именно такие квартиры и превращали неонацисты в огневые точки. Ключи отбирали у жителей, которые живут в подвале, и вскрывали квартиры. Если ключи не отдавали, то просто-напросто взрывали двери и заходили. При наступлении российских морских пехотинцев из этого дома боевики сбежали сами. Ближе к центру города улицы пустые. Люди боятся выходить из подвалов. Свежая могила прямо на обочине и наспех сделанный крест. Так в Мариуполе хоронят погибших, родных и соседей. В храме Покрова Божьей Матери в Мариуполе, близ театрального сквера, убежище нашли больше 100 мирных жителей. Живут в основном в подвале. Это и люди из соседних домов, которые полностью уничтожили, но также и те, кто выходят, например, с левого берега, находят здесь временное пристанище. В небольшой пристройке на территории храма дети. Днем здесь светло и не так страшно, как в темном подвале. Один. Сколько у нас получается? Молодец. 3. Детей стараются отвлекать занятиями и играми. Математика под звуки канонады и гулкие разрывы, к которым, кажется, даже малыши начали привыкать. А это нижний предел храма, глубина 11 метров. Ночуют все здесь. Сашка вместе с бабушкой, который приехал погостить еще в феврале на пару дней. С тех пор родителей и не видел. Мы быстрее собрали вещи там немножко и побежали в первую школу. Где сейчас твоя семья? Вот где кто? Ты с бабушкой? Мы с бабушкой. Мы даже не знаем, где они. Папа, мама и 2 сестры и 1 брат. Мы даже не знаем, как мы встретимся. Я плакал по ночам. Ну, встретил тут соседа, он сказал, дом целый, там просто окна выбиты. Жители освобожденных районов, чьи дома уцелели, перебираются из подвалов в свои квартиры, заклеивают окна полиэтиленовой пленкой, делают посильную уборку. Да, нет электричества, да, приходится готовить на улице, но больше всего хочется проснуться дома, а не в холодном сыром подвале. Первую ночь я буду ночевать здесь, потому что, нет сил уже в подвале. А вы видели, где мы спали? Это и холодно, и сыро,
Приснешься среди ночи, вот так колотит тебя. Чтобы боевики больше не могли обстреливать мирных жителей, российская армия и народная милиция ДНР улица за улицей продолжают зачищать город от боевиков. Всякий раз при встрече с журналистами наши военные просят передать весточку домой. Связи-то нет, а родные ждут и волнуются. Родителям, семье своей, всем, кто меня знает, всем привет. Скоро домой приеду. Все хорошо. Привет, конечно. Пускай ждут, не переживают. Евгений Левин, Игорь Казаченко, Дмитрий Кучерявец, Нина Хорева, Дмитрий Космин, Первый канал, Мариуполь, Донецкая Народная Республика. Люди Донбасса. За свою малую родину они стали плечом к плечу. Силы ЛНР сыграли ключевую роль в освобождении села Терновое, что в Донецкой республике. Стратегически важный рубеж. Националисты уже не смогут обстреливать с этого плацдарма мирных жителей. Детали блестящей военной операции и что оставили после себя нацистские бандформирования в эксклюзивном репортаже Дмитрия Кулько. Это башня от танка. Разбитая украинская техника после недавнего боя и череда свежих воронок. Отступив, бандформирование националистов пытаются хотя бы артиллерией блокировать дорогу, но вслед за луганскими военными доезжаем до этой заветной таблички. Войска ЛНР начали освобождение Донецкой Народной Республики. Вот первый освобожденный населенный пункт — это село Терновое на севере ДНР. Это стратегически важный населенный пункт, ведь отсюда можно, по сути, зайти в тыл всей группировки ВСУ, которая сейчас сосредоточилась в Северодонецке. Там неонацисты, так же как в Мариуполе и Рубежном, заняли огневые позиции в жилых домах, готовясь к прямому штурму, но неожиданный удар луганских войск через ДНР теперь грозит боевикам северодонецким котлом. Они все больше и больше теряют возможности маневра, все больше и больше теряют возможности подвоза боеприпасов, подвоза личного состава, эвакуации раненых. В этом донецком селе Терновое, или на украинский манер Терны, 11-й батальон войск ЛНР провел операцию «Ювелирно». Штурмовые группы войск ЛНР заходят в населенные пункты, в каждый двор со стрелковым оружием, чтобы сохранить гражданские объекты, сохранить жилые дома. Ну вот что делает, посмотрите, артиллерия ВСУ. Просто накрыла этот поселок. Обстрелы идут довольно часто. Украинская армия наводится с помощью беспилотников. Все в решето. Сложно найти дом, в который не было прямого попадания украинского снаряда. Чтобы скрыться от беспилотников, приходится петлять по дворам, отсиживаться под навесами. Понимая, что обречены на окружение, украинские бандгруппы не только превращают село в руины, но и в агонии бросают силы в контратаки. Все провальные. Неонацисты не оставляют попыток вновь зайти в этот населенный пункт. Буквально утром они окружили центр, били из танков прямой наводкой, в том числе по этому храму. Вот посмотрите, один из снарядов попал в купол этого храма. Практически ничего не осталось. Неизвестно, возможно ли будет как-то реставрировать эту церковь. Уничтожены иконы, фрески. Разумеется, никаких огневых позиций в храме не было. Вот бойцы заходят лишь поставить свечку. Уцелевшие иконы Николая Чудотворца. В любую минуту ждут очередную атаку врага. Сюда прям танки выезжали, да? Они пытались отбить? Они вышли вот на вот эту вот улицу, на центральный перекресток. И возле вот этих вот... Сейчас это простреливается улица? Ну да, конечно же. Вот, не выходи туда. Вон горы стоят, видите, стоят посадки, у них там наблюдательный пункт, они ведут корректировку. Здесь 600 метров. Вот эта улица от школы выходит, край этой улицы уже ихние позиции. Командир роты, бывший лесник Николай, пошел в ополчение еще в 2014 году. Месяц назад сражался за освобождение родной станицы Луганской и вот дошел до Братской республики. Заходим в тыл всей группировки украинской армии, потому что дальше Ямполовка, потом Красный Лиман и выход на Славянск. Местное население очень рады, увидели, сразу говорят: о, ну они перепутали, говорят, вы наши ДНР. Мы говорим: да, конечно. По этой дороге лучше передвигаться перебежками, но вот покажем быстро. Вот это бронетранспортер украинской армии. Во время наступления на Терновое пытались применять такую бронетехнику. Ну, как вы видите, все сожгли. Пока тишина, бежит за водой и местный житель Александр. Говорит, ждал, когда защитники Донбасса выгонят неонацистов, которые оставили свастику едва ли не на каждом сельском столбе. Ждали, очень ждали, потому что уже до того дошло, что ночью приезжали, забирали, если где-то сказал что-то не так. О правительстве или этому президенту долбанному. Нас в народе называют Байденовка, уже не Украина. Украина была 30 лет тому назад. А Байден тут уже обосновал своих всех. Власти этой Байденовки, выполняя приказ США, продолжают отправлять солдат на смерть. Вот могила украинских боевиков. Своими военнослуживцами были брошены. Наши военнослужащие
в первую очередь все-таки люди, по-христиански, по традиции захоронили. Возможно, в дальнейшем их смогут найти, идентифицировать и, может, передать родным, перезахоронить. Все, что остается радикалам, замедлять неизбежное стягивание кольца. Убегая из Поповки, еще одного села на границе Луганской и Донецкой республик, бандиты из Айдара взорвали мост. Сначала пытаются что-то делать, а потом бросают позиции, переодеваются и текают. Дожать надо в Северодонецке, Лисичанске, забрать свои территории. Дмитрий Кулько, Павел Романов, Роман Иванов и Дмитрий Матюшин. Первый канал «Луганская Народная Республика». В российском Минобороны разоблачили очередной фейк украинских властей. 20 марта Владимир Зеленский в видеообращении к израильскому парламенту обвинил Россию в ударах по городу Умань Черкасской области, известному как место паломничества многих израильтян. Эта информация сфабрикована. Наши военные не наносят удары по гражданским объектам, тем более религиозного назначения, подчеркнули в Минобороны. А вот ВСУ используют культовые сооружения для хранения боеприпасов и оружия. Это подтверждают фотографии из синагоги Умани, сделанные на следующий день после выступления Зеленского. Кроме того, по данным наших военных из западных регионов Украины, националистов перевозят школьные автобусы со знаком «Дети». Боевики прикрываются гражданскими людьми как живым щитом. Это подтверждают и кадры с российского беспилотника «Орлан». Такие аппараты, работающие в небе сутками, передают данные о позициях киевских силовиков. Чаще всего те размещают свои огневые точки в жилых кварталах. А технику прячут во дворах, в арках многоэтажек, под навесами веранд детских садов. Наши силы наносят удары только по военным объектам. На подступах к Харькову уничтожен дивизион зенитно-ракетных комплексов С-300. На кадрах от российского Минобороны последствия удара высокоточными ракетами. Вот все, что осталось от пусковых установок и другой техники. Люди воинского долга и настоящего мужества. Наши военные каждый день проявляют героизм в ходе спецопераций в Донбассе и на Украине. Старший сержант Артур Жуков вместе с боевыми товарищами обнаружил и уничтожил группу диверсантов, которые пытались подорвать мост. Был ликвидирован пункт наблюдения и несколько националистов. Подполковник Сергей Чернявский, командир инженерно-саперного батальона, лично обезвредил мощное взрывное устройство 600 килограммов в тротиловом эквиваленте, а также 7 мин и фугас. Все это было заложено под автомобильным мостом. Ефрейтор Дмитрий Каурдаков под огнем на себе перетащил в укрытие раненых товарищей и оказал им первую помощь, а после продолжил бой. Старший лейтенант Дмитрий Сигулин со своей группой ликвидировал огневые точки и замаскированные позиции неонацистов. Уничтожены 3 переносных зенитно-ракетных комплекса и 2 расчета противотанковых ракет. Часть боевиков сдались в плен. Владимир Путин сегодня провел телефонные переговоры с премьер-министрами Германии и Италии. И с Олафом Шольцем, и с Марио Драги речь шла о переходе на рубли в расчетах за российский газ. Такое решение, объяснил Владимир Путин, принято из-за того, что страны Евросоюза в нарушении норм международного права заморозили валютные резервы Банка России. Изменение порядка оплаты не должно привести к ухудшению условий контрактов. Кроме того, российский лидер проинформировал собеседников о ходе переговоров представителей Москвы и Киева, которые прошли накануне в Стамбуле. Итоги очередного раунда переговоров России и Украины продолжают оставаться главной мировой новостью. Есть доказательства того, что Киев готовил удар по Донбассу, и России все равно пришлось бы защищать живущих там соотечественников. Об этом сегодня заявил помощник президента Владимир Мединский, который возглавляет нашу делегацию на переговорах с Киевом. Среди других причин спецоперации он назвал разработку на Украине биологического оружия, публичные заявления о желании вернуть ядерный статус и многолетний геноцид жителей ДНР и ЛНР. Кирилл Бранин расскажет подробнее. Не успели диванные аналитики осмыслить итоги вчерашних переговоров в Стамбуле, как появились исчерпывающие разъяснения от главы российской делегации, выбивающие почву из-под ног самозванных специалистов по внешней политике, которые мыслят лишь категориями предательства и победы, или, если по-украински, зрады и перемоги. Так вот, что же примечательного произошло накануне в Турции? Украина, по словам Владимира Мединского, впервые за много лет продемонстрировала готовность двигаться к выполнению ключевых требований России, изложив также впервые некоторые шаги на бумаге. Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Эти принципы предусматривают отказ от вступления в НАТО, фиксация внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретения, разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, обязательство проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил
только по согласованию с государственными гарантами, в числе которых будет и Россия. Ну, то есть Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивала. Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована. В этом, собственно, суть, смысл и важность предварительно согласованного на достаточно высоком уровне Украиной документа. Но, однако, работа продолжается, переговоры продолжаются. Я хочу отдельно подчеркнуть, что принципиальная позиция нашей страны в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной. Если кому-то еще не ясно, то Крым, как говорится, наш. И вопрос этот, о чем не раз заявляли на самых разных уровнях, закрыт вот уже 8 лет и навсегда. А республики Донбасса признаны Россией в тех границах, которые определены в Конституции каждой из них. И тут тоже получается говорить не о чем. Но в переговорном списке вообще-то немало других тем. И если их не упоминали накануне в Стамбуле публично, это вовсе не значит, что они не обсуждаются. Дипломатия вообще любит тишину. И вот сдержанность в оценках позволяет добиваться прогресса. Уж где-где, а в российском МИДе это отлично понимают. И не раз предлагали коллегам придерживаться такого принципа. Мы расцениваем результаты переговоров, которые вчера состоялись в Стамбуле, как позитивное продвижение вперед. Это еще не окончательный результат, но то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения ни ядерного, ни блокового статуса Украины, подтвердили необходимость обеспечения своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, я считаю это существенным прогрессом. Так же, как я считаю прогрессом понимание украинскими коллегами то, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены. Многим наверняка не хватало понимания, что же стоит за объявленным накануне заместителем министра обороны кардинальным сокращением военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. Но внимательный зритель должен был услышать, что Генштаб представит подробности в ближайшее время. И вот время пришло. На Киевском и Черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск. На первом этапе специальной военной операции, проводимой вооруженными силами России на территории Донбасса и Украины, планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев, сковать их на поле боя и без штурма этих городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированием киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий наших вооруженных сил на Донбассе. Все эти цели были выполнены. Параллельно, говорят, в Минобороны Россия решала еще одну задачу – отрезать украинские войска от поступления резервов. Получив превосходство в воздухе и планомерно уничтожая военные объекты высокоточным оружием, наша армия создавала условия для завершающего этапа операции в Донбассе. Уничтожена система противовоздушной обороны Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады и центры подготовки и сосредоточения наемников. Работа по ним продолжается. Таким образом, все основные задачи вооруженных сил России на Киевском и Черниговском направлениях выполнены. Целью перегруппировки российских вооруженных сил является активизация действий на приоритетных направлениях и прежде всего завершение операции по полному освобождению Донбасса. Опять же, если вдруг кого-то подводит память, защита жителей республик Донбасса с самого начала и была главной целью специальной военной операции на Украине. Но, впрочем, и другие тоже никто не отменял. Кирилл Брайнин, Светлана Ведяшкина и Сергей Деев. Первый канал. Движение к многополярному и справедливому миру без диктата одной страны и одной валюты. Сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров обсуждал эти важные темы со своими коллегами из Китая, Пакистана, Индонезии, Ирана и Узбекистана. Визит в китайский Тунси – хорошая возможность обозначить позиции, как говорится, сверить часы по вопросам взаимных отношений в самых разных сферах. Какое время показывают часы в странах с населением почти в 4 миллиарда человек? А именно министры этих стран завтра будут обсуждать ситуацию вокруг Афганистана и не только. Так вот, об этом знает Павел Матвеев.
В город Тунси китайской провинции Аньхой глава российского МИДа прилетел на 2 дня. Повод – министерская конференция стран-соседей Афганистана. Она запланирована на завтра. Но как минимум столь же важно то, что происходит сегодня. Весь этот день российский министр посвятил общению в двустороннем формате с коллегами из разных стран. От Пакистана до Индонезии. Главное внимание, конечно, переговорам с министром иностранных дел Китая. Сергей Лавров и Ван И даже в коронавирусную эру не упускают возможности встретиться лично и пообщаться, глядя глаза в глаза. В прошлый раз дипломаты встречались в начале февраля, и вот новая встреча, она длилась около 2 часов. Мы переживаем очень серьезный этап в истории международных отношений. Я убежден, что по итогам этого этапа международная обстановка прояснится существенно. И мы будем вместе с вами, вместе с другими нашими единомышленниками двигаться к многополярному, справедливому, демократическому миропорядку. В этом году, когда международная обстановка изменилась, отношения Китая и России выдержали новые испытания, сохранили правильный курс. Обоюдное желание развивать двусторонние отношения стало еще тверже, а уверенность в нынешнем сотрудничестве в различных направлениях еще крепче. Китай придает этому большое значение. И в Москве, и в Пекине признают, для сотрудничества двух стран нет границ. Любые темы можно и нужно обсуждать. Сегодня говорили в том числе о ситуации на Украине и мерах по нивелированию последствий западных санкций, с которыми столкнулись и Россия, и Китай. Судя по общему настрою, итогами разговора остались довольны. Мы рассмотрели весь комплекс двусторонних отношений в соответствии с теми установками, которые были согласованы нашими лидерами и которые нацелены на всестороннее развитие двусторонних связей и на наращивание нашей внешнеполитической координации. Я очень этими переговорами удовлетворен. После встречи с главой китайского МИДа Сергей Лавров продолжил общение с коллегами. Состоялись переговоры с дипломатами из Пакистана, Индонезии, Узбекистана. На встрече с главой МИД Ирана звучала мысль о недопустимости односторонних санкций. Поднял тему, кстати, представитель Тегерана. Я хотел еще раз откровенно заявить о том, что мы полностью против введения односторонних и незаконных санкций в отношении Российской Федерации. Мы видим откровенные, настырные попытки ревизовать основы, которые заложены в Уставе Организации Объединенных Наций. Прежде всего, попытки наших западных коллег подорвать принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние дела других стран. И одним из инструментов такой неприемлемой политики является, как вы и сказали, господин министр, механизм односторонних нелегитимных санкций. И в наших отношениях с Ираном и с другими нашими близкими партнерами мы будем добиваться как осуждения этого неприемлемого явления в международных дискуссиях, так и будем выстраивать практические шаги, которые позволят обходить эти незаконные действия. Бросается в глаза, с каким уважением и пониманием относятся друг к другу министры, собравшиеся в Тунси. Они могут и, главное, хотят договариваться. Позиции могут не всегда совпадать, но диалог равных всегда лучше гонки амбиций. Формируется новая реальность, когда однополярный мир безвозвратно уходит в прошлое, и когда складывается многополярная реальность. Это объективный процесс, его невозможно остановить. Реальность, в которой будет не одна держава править, а в которой необходимо договариваться между всеми ключевыми государствами, которые сегодня имеют решающее влияние на мировую экономику, на мировую политику, и которые при этом, осознавая свое особое положение, обеспечивают базовые принципы Устава ООН, которые начинаются с основополагающего принципа суверенное равенство государств. Никто на этой земле не должен рассматриваться как второстепенный игрок. Все равны и все суверенны. Мучая расспросами уставшего после переговорного дня министра, мы поинтересовались, вот есть список недружественных России стран, а есть ли список дружественных? Лавров, как показалось, был удивлен постановке вопроса. Ну, все остальные, кто не попал в этот список, все дружественные нам страны. Завтра министры уже в расширенном составе будут обсуждать вопросы, связанные с Афганистаном. Хотя градус всеобщего внимания сместился с этой страны на запад, проблемы Афганистана никуда не делись. Их дипломаты оставили на утро, тоже выделят на это целый день. В частности, поговорят о том, как оказать Кабулу помощь в гуманитарной сфере и что делать с угрозой распространения терроризма и наркотрафика, которые исходят с афганской территории. Павел Матвеев, Сергей Аксенов, Ольга Герасименко, Сергей Филиппов, Первый канал, Китай.
Стратегическая цель Южной Осетии – объединение с Россией. Об этом сегодня заявил президент республики Анатолий Бибилов в обращении к согражданам. Он отметил, в ближайшее время Цхинвал сделает все необходимое с юридической точки зрения. Прежде всего будет назначен референдум. Также Бибилов объяснил, в чем причины такого решения. Первое, за новейшую историю возрождения русского мира, понимание того, что есть черта, за которую нельзя отступать, случилось именно здесь, в Южной Осетии, в 2008 году, когда Россия приняла решение защитить осетинский народ и признать независимость Республики Южная Осетия, за что мы всегда будем благодарны руководству и народу Российской Федерации. Спасибо вам, братья и сестры. Это было историческое решение, которое дало народу Южной Осетии гарантии мира и возможности для развития. Однако главная историческая, стратегическая цель осетинского народа, народа разделенного, объединение в рамках одного государства. Это государство Российская Федерация. Эту цель наш народ обозначал неоднократно. У нас была возможность воплотить нашу вековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым. Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем. Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель, наш путь, чаяние народа, и по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины – России. Совсем другие настроения ожидаемо демонстрируют европейские политики. Один из самых цитируемых сейчас – Матеуш Моровецкий. Польский премьер заявил, что враждебность ко всему русскому в его стране – это нормально. Он пошел и дальше. Без тени смущения русофобию он назвал пусть и своеобразным, но все же стандартом. Государственным стандартом, который, как выразился Моровецкий, стал мейнстримом, то есть доминирующим в политике. Польша устанавливает определенные стандарты. То, что раньше называлось русофобией, сегодня уже мейнстрим. То, что принято как очевидность, в которой мы и функционируем. То, что сейчас начало происходить в западной прессе, вполне можно назвать прорывом информационной блокады. На Западе впервые с начала российской спецоперации на Украине стали представлять иную точку зрения на происходящее. Итальянский журналист Джорджо Бьянки сообщил зрителям о том, что на самом деле происходит в запрещенном в России бандформировании «Азов». Бьянки показал нацистскую символику, которую используют боевики, кадры с базы националистов и рассказал о преступлениях, которые доказывают необходимость денацификации Украины. Это не пустые слова. Журналист также обратил внимание, что его неоднократно просили снять эксклюзивные репортажи, однако их либо не публиковали, либо урезали так, что терялся весь смысл. Еще один информпрорыв – статья во влиятельной Вашингтон-Пост о том, что националисты сделали мирных жителей своим живым щитом, в нарушении всех конвенций об обращении с гражданскими лицами во время боевых действий. В статье приводят и конкретные случаи создания фейков, полностью искажающих реальность. Репортажи Юлии Ольховской о работе западных журналистов, которые показывают события, как они есть, а не подстраиваются под политическую конъюнктуру. Западные журналисты съехались на Украину еще до начала специальной военной операции и, конечно, не могли не замечать, что украинские военные используют тактику террористов, пряча свою технику в жилых кварталах. В России об этом говорят уже которую неделю. В США решились рассказать только сейчас. За последний месяц журналисты Вашингтон-Пост стали свидетелями размещения украинских противотанковых ракет, зенитных орудий и бронетранспортеров возле жилых домов. В одном месте репортеры заметили грузовик с реактивной системой залпового огня «Град». Блокпосты с вооруженными людьми, баррикады из мешков с песком и шин, ящики с бутылками с зажигательной смесью повсюду на городских магистралях и улицах. В статье «Вашингтон-Пост» приводятся конкретные случаи, как украинские официальные лица пытались вводить мир в заблуждение, искажая суть происходящего. Например, когда в жилой дом в Киеве попала ракета, депутат Рады Гончаренко тут же записал видео, чтобы обвинить Россию в намеренном обстреле жилых кварталов, в которых якобы отсутствует военная инфраструктура. Но журналисты сами были свидетелями.
Через несколько минут свист украинских систем залпового огня нагоняет страх на жителей, беспомощно глядящих на свои разрушенные дома. За ним еще один. Кажется, что орудия размещены рядом, возможно, в нескольких улицах и уж точно внутри столицы. Все чаще украинцы сталкиваются с неприятной правдой. Понятное желание военных защититься от российских атак может привести к тому, что под прицел попадут гражданские. Газета приводит комментарий правозащитника Ричарда Вира из организации Human Rights Watch. По его мнению, тактика украинских военных использовать мирных жителей в качестве живого щита подрывает усилия Запада, который пытается обвинить во всем Москву. Украинские военные несут обязательства в рамках международного права вывести свою технику из районов, населенных гражданским населением, а если это невозможно, эвакуировать мирных жителей. Если они этого не делают, это является нарушением законов войны. Доказательств этих нарушений со стороны ВСУ и бандформирований множество. Их фиксируют на видео сами украинцы. Вот стоят две школы. Уберите пушки. Уберите поле пушки. А эти кадры сняты американским журналистом в одном из освобожденных районов Мариуполя. Остановите это! Остановите! Ради детей, ради матерей, стариков! Остановите это все! Кто отсюда стреляет? Вот тут стояли украинские танки, прямо под домом украинские танки. Азов разместил установку «Град» во дворе прямо перед домом. Когда люди подошли к украинским военным и попросили убрать оружие, те в ответ открыли по ним огонь. Это лишь одна из рассказанных мне свидетелями историй. Патрик Ланкастер, один из очень немногих иностранцев, работает в Донбассе еще с 2014 года. В его видеорепортажах свидетельства вопиющих преступлений неонацистов. Убитая, изнасилованная женщина со свастикой в подвале школы, которой Азов превратил свою базу, это то, что не соответствует западному нарративу. Поэтому они это не показывают, к сожалению. Это ужасное преступление обязательно должно быть расследовано. И оно будет расследовано, так же, как в случае издевательств над российскими военными, попавшими в плен под Харьковом. Эти жестокие кадры западные СМИ не смогли обойти стороной. Нью-Йорк Таймс в статье подчеркивает, военнопленные были ранены и не представляли угрозы. Жестокое обращение с военнопленными могло быть нарушением Женевской конвенции, ряда договоров, подписанных после Второй мировой войны, которые считаются сутью правил современных вооруженных конфликтов, включая гуманное обращение с военнопленными. На этом же делает акцент и газета «Вашингтон-Пост», при этом упоминая попытки командующего ВСУ списать все на российскую дезинформацию. Дескать, видео было постановочным. В чудовищную ложь на этот раз, похоже, никто не поверил. Немецкое издание «Бильд» показало кадры издевательств с таким комментарием: украинские военные преступления против русских. Этот ужасный видеоролик уже посмотрели десятки миллионов человек. Десятки миллионов. Поэтому западные СМИ не могли его проигнорировать. Но это лишь вершина айсберга. Нечто подобное происходит на протяжении последних недель. Я имею в виду ненадлежащее обращение украинских военных с российскими пленными. Вопрос в том, обратят ли на это внимание западные журналисты и политики. Те самые, что готовы принимать любую чушь киевского режима за истину в последней инстанции. Уже давно доказано, украинские государственные органы, и в первую очередь МИД, сознательно скрывают правду и тиражируют фейки. Американский журналист Дэн Коэн опубликовал выдержки из методичек, которые в Киеве подготовили для западных СМИ. Мы видим бесконечные пропагандистские заявления, которые последовательно разоблачаются, но они тиражируются и остаются в памяти. На Западе, например, люди уверены, что украинская армия одерживает победу, хотя это не так. Статьи о преступлениях украинских военных пока лишь капля в море дезинформации. Юлия Ольховская, Ирина Близнюк, Евгения Стефанчук, Первый канал, США. Россия требует от властей Германии привлечь к ответственности вандалов, осквернивших мемориал советским воинам в берлинском районе Тиргартен. Подобные выходки недопустимы, говорится в ноте нашего посольства, направленной в германский МИД. Тех, кто становится свидетелем таких инцидентов, наши дипломаты просят сообщать о них напрямую в российские загранучреждения. Советские танки Т-34 – символ победы над фашизмом и часть архитектурного ансамбля в Тиргартене. Неизвестные закрыли их чехлами в цветах украинского флага. Вскоре чехлы сняли немецкие полицейские. Нацистские бандформирования, действующие на территории Украины, стараются распространить свое влияние и на нашу страну. Как сообщили сегодня в ФСБ, в России в 23 регионах прошла масштабная спецоперация. Задержано 60 сторонников радикальной группировки МКУ. Она создана под контролем украинских спецслужб для совершения терактов и массовых убийств. Тему продолжит Марина Светлая. Не открываем
Бойцы СОБРа врываются в одну из штаб-квартир сторонников украинской неонацистской молодежной группировки МКУ. Название расшифровывается как «маньяки, культ убийц». Сопротивления никто не оказывает. В доме большое количество боеприпасов и оружия, в том числе самодельное огнестрельное. Есть что-нибудь запрещенное в доме? Откуда? Я не спрашиваю откуда, я спрашиваю, есть фактически, нет. Неонацистская группировка была создана на Украине неким Егором Красновым. В сети он часто фигурирует под фамилией Яковлев. Сейчас 22-летний Краснов в международном розыске за убийство, вербовку и подготовку терактов на территории России, в том числе в учебных заведениях. На стене маркеров в квартире его последователей идеология гитлеровского Mein Kampf, оккультных сект, футбольных фанатов, упоминание украинского бандформирования Азов. И вот, знак дивизии СС «Мертвая голова». Такие замечали на шевронах у военнослужащих украинской армии. Вербовка и обработка новых участников МКУ велась через социальные сети Telegram, ВКонтакте, ТикТок. Новобранцы были обязаны просматривать жестокие мотивационные видеоролики, смонтированные таким образом, чтобы микрокадры не успевал обработать глаз, но фиксировал и запоминал мозг. В них призывы добыть оружие, наводить страх, убивать полицейских и так называемые участниками МКУ биомусор, то есть бездомных или социально незащищенных людей. Позже, чтобы доказать свое желание быть в группе, сторонники сами избивали беззащитных, снимали на видео и отправляли кураторам. Все это было нужно организаторам на Украине, чтобы взять новых неонацистов под свой тотальный контроль и позже направлять их на совершение преступлений. Участие в незаконном вооруженном формировании. Так, в 2001 году в Крыму оперативники задержали профессионально подготовленного сторонника МКУ. Одной из его целей была энергетическая блокада полуострова. Четкие инструкции психологических запугиваний. Вот как выглядит одна из них. Отправителю предлагалось к сообщению прикреплять фото жертвы и его родных. Привет. Узнаешь своих? Наши маньяки совсем близко к твоему месту жительства, к тебе и твоим родным. Если ты не хочешь, чтобы те, кого ты любишь, погибли чудовищно страшной смертью и попали в наши новые видео, тебе стоит держать с нами связь каждые 3 часа, выполнять абсолютно любые наши указания, не обращаться в полицию. Возраст участников МКУ в основном от 18 до 25 лет. Есть и несовершеннолетние. Территориальный охват огромный. ФСБ сообщает как минимум о 23 российских регионах, где задержаны неонацисты. Марина Светлая, Светлана Ведяшкина, Федор Юрасов. Первый канал. Почитали, ужаснулись. Искажение исторических фактов, воспитание ненависти к России с самого раннего возраста, фейковая история для детей по всем мировым событиям. Кто сочинял эти украинские страшные сказки? Почему Пушкин и Гагарин вычеркнуты из украинской истории, а Чехов нет? И в какие чудовищные игры играют украинские дети на улицах? Обо всем этом в репортаже Михаила Кинченко. Учебник истории за 8 класс украинской средней школы, ну то есть для детей 14-15 лет. Но по словам специалистов, которые его внимательно изучили, и взрослым-то людям такое брать в руки, а уж тем более читать, следует с большой осторожностью. Удивление и недоумение, пожалуй, самые корректные термины, которыми профессиональные историки описывают свои впечатления от знакомства с этими учебными пособиями. Взять хотя бы параграф про московско-украинскую войну середины 17 века. То есть то время, когда никакого государства Украина еще даже в планах не существовало. На самом деле это некорректно. Если быть корректным, то это русско-польская или борьба московского государства с Речью Посполитой. А они трактуют это так называемая модернизация, переносят некие термины 19-20 века на события 17 века. А ведь подобные трактовки практически по каждому историческому событию. Об этом говорится в итогах экспертизы, которую представили журналистам партия «Единая Россия» и Министерство просвещения. После изучения более чем 300 учебных пособий специалисты пришли к однозначному выводу. Все прошлое Украины в них преподносится как сплошная борьба с Россией. Это целенаправленная работа и выстраивание цепочки, искажающие историю, историческую правду. Нацеливали детей на ненависть к России, к нашей стране. Целенаправленно. Мы видели намеренное искажение исторических фактов. По сути дела, украинцы
создали фейковую историю для своих детей. Фейковую историю, отказавшись от многовековых корней. А ведь можно было бы и не сочинять. История страны, появившейся после революции 1917 года, полна настоящих, невыдуманных фактов. В составе Советского Союза Украина участвовала в покорении Арктики и Антарктики, освоении космоса, приручении мирного атома. Но об этом украинским школьникам знать нельзя. Даже про Великую Отечественную войну полагается говорить исключительно Вторая мировая. И пятерка тому, кто хорошо помнит, чем она завершилась, по версии украинских так называемых историков. Завершение Второй мировой войны привело к дальнейшим преступлениям советской власти против Украины. То есть привело не к победе над фашизмом, не к тому, что советский народ победил фашизм, а к тому, что, оказывается, какие-то преступления еще большей степени усилились. То есть, понимаете, насколько коверкается история, искажается, подменяется, ну а тут просто откровенная ложь. Это прям выводом. То есть это, помните, как из школы, это то, что нужно запомнить обязательным порядком. Это даже не то, что для обсуждения, а это вывод. Место этой памяти заняли все те же Шухевич и Бандера, пособники нацистов, которых в украинских учебниках называют не иначе, как борцами за свободу. Зато отовсюду вымарано имя первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Что уж говорить, если даже Пушкин, наше все, предан забвению. Повезло только Чехову, которого приписали к украинцам, потому что он родился в Таганроге. Этот российский город почему-то считается в школьных учебниках исторической территории Украины. А говорить на уроках географии, что река Волга или озеро Байкал находятся в России, нельзя. Правильно будет на территории Евразии. Противопоставление во всем. Вот, кстати, выдержка из учебника по географии за 7 класс. Вместе с тем мы европейцы. Наш характер, внешность, наша судьба европейские, а не азиатские или евразийские. Поэтому как нация, общество, государство мы принадлежим не к материку Евразия, а к части света Европе. И это было бы еще полбеды, но, как известно, каждому школьнику есть общеобразовательные программы, а есть внеклассные занятия, на которых каждому ребенку вбивается в голову, что слова «Россия» и «враг» практически синонимы. И что делать с врагом, дети знают со школьной скамьи. Нехай Москва лежить в руїнах, а нам на це не чекати. Смерть, смерть москалям, смерть, смерть москалям. А вот в такие игры играют сейчас украинские мальчишки с игрушечными автоматами на дорогах, ищут москалей. Ви проверяєте паспорта, пацани? Що? Поляниці. Це серйозно все? Да. Что самое страшное, что ставка была сделана на низкие истины. Это очень плохая история. Произошло фактически обесчеловечение страны. Как же начинается у них день? Какой у нас девиз? Мы дети Украины, пускай Москва лежит в руинах, нам на это начхать. Мы завоюем весь мир. Смерть москалям. Мы завоюем весь мир. Это же взято вот с Гитлер-Югента. Это Гитлер говорил, что мы должны воспитать с звериным взглядом молодых людей, которым должен покориться весь мир. Вот вам клишированная модель. Модель, которую, как известно, уже однажды сломали. Вот только украинским школьникам об этом на уроках не рассказывали. Михаил Акинченко, Андрей Лесных, Юлия Ходорова, Кирилл Данилов, Первый канал. Владимир Путин подписал указ, который ограничивает использование в России иностранного программного обеспечения. Уже с 31 марта его нельзя приобретать для объектов критической информационной инфраструктуры, то есть той, что обеспечивает ключевые сферы деятельности государства, такие как здравоохранение, промышленность, связь, энергетика, финансовый сектор. А с 1 января 2025 года на таких объектах иностранное программное обеспечение попадет под полный запрет. И сегодня же Владимир Путин обсудил социально-экономическое развитие Ингушетии с главой региона Махмуд Али Калиматовым. Речь шла о самых актуальных проблемах – строительстве новых школ и детских садов, ситуации в здравоохранении и социальных выплатах. Что уже удалось сделать в республике, а какие вопросы требуют дополнительного внимания, расскажет Дмитрий Кочетков. Ингушетия небольшой по площади регион, но при этом здесь один из самых высоких в стране уровней рождаемости. Так что особое внимание в этой республике уделяют поддержке семей с детьми. Нерешенные вопросы пока остаются. Проблема социального характера, то есть это отсутствие нужного количества образовательных учреждений. И дошкольных пока все-таки проблема полностью не решена, и школ.
Все-таки еще очень много ребятишек занимается во вторую и третью смену. Абсолютно вы правы. И вот мы сдаем около 20 школ и 9 детских садов. И еще нам до 30-го года очень много нужно, потому что у нас рождаемость большая. Нам помогает Министерство просвещения. В ингушских городах и поселках часто просто нет земли под новые школы и садики. Приходится выносить их за пределы. Когда вы выносите их, они же дорожают. Там надо коммуникации проводить, инфраструктуру подтягивать, дорогу делать. А она же, бюджет, он определяется по объекту. Предполагается, что рядом там закрутил, сюда подключил. Да, понимаете. И вот в этой части оно, конечно, сложности есть. Мы работаем, чтобы в этой части нам как-то помочь. Ну, надо иметь в виду специфику региона. Ну, там есть некоторые ситуации, некоторых ситуаций, я так понимаю, вот специфику не хочу сказать что-то, но калькой нельзя, вот накладкой вот эту. Другую проблему с долгами по социальным пособиям в республике удалось решить. У нас ни одного рубля задолженность по социальным выплатам всех категорий, мы закрыли это. И сейчас в этом направлении и продолжаем. Задолженность была там 15-17 год, вот эти вот детские, там еще что-то, там выплаты там коммунальные репрессированные, ну там все 8 категорий. Ситуация с коронавирусом, уровень заболеваемости в Ингушетии за неделю упал на 27%. Бороться с опасной инфекцией помогает федеральный центр. Я помню, вы рекомендовали 3-4 регионам, конкретно и наш регион Ингушетию, помочь там с лекарствами и оборудованием недостающим. Помогли. Ил-76 в Ингушетии в аэропорту сел. Вот. Это была, в общем, большая такая помощь. И с ними же прилетели еще бригады. Ковидное отделение удалось с нуля создать в 6 больницах республики, в том числе детское для беременных. Сейчас развернутый коечный фонд уже сокращается. Что же касается общей экономической ситуации, дела идут неплохо. Я смотрю, в экономике в целом у вас стабильная ситуация. Стройка подрастает, да? Вы знаете, у нас стройка подрастает, но вот это, то есть если мы не будем строить высокоэтажные дома, многоэтажные дома, то индивидуально жилые выделять земли, то у нас не получится. Но когда мы сейчас запланировали и хотим это сделать, мы пришли с проблемой воды, это как на Кавказе, и вот отведение. И сейчас вот анализ сделали. Разработанная программа предусматривает строительство водозабора на реке Аса, станции очистки воды, обустройство 14 артезианских скважин. Все это позволит развивать в Ингушетии многоэтажное строительство. Дмитрий Кочетков, Павел Рудаков, Первый канал. Развивать жилищное строительство по всей стране помогает программа льготной ипотеки. Правительство с 1 апреля увеличило максимальный размер кредитов до 6 миллионов рублей, а в 4 регионах – Москве и Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области – до 12 миллионов. И это только одна из мер, которая должна смягчить последствия антироссийских санкций. Помощь получат крупные предприятия и малый бизнес. Особое внимание также сельхозпроизводителям. Подробнее расскажет Наталья Юрьева. Это уже 4-й по счету пакет предложений по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, который рассматривает правительство. В нем около 2 десятков идей, от поддержки малого бизнеса до крупных промышленных предприятий. Главная задача – сделать так, чтобы наши потребители могли пользоваться привычными товарами и услугами. Именно на это нацелен и подписанный сегодня законопроект о параллельном импорте. Товары, относящиеся к категории интеллектуальной собственности, до сих пор нельзя было продавать на территории нашей страны без разрешения правообладателя. Речь идет о программном обеспечении, музыке, фильмах, изобретениях. Принят закон, наделяющий правительство правом определять перечни продукции, в отношении которой фактически устанавливается международный принцип исчерпания прав на товарный знак. В случае, когда она продается владельцам в любой части мира. Такой подход позволит гарантировать поставки товаров в нашу страну, в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков. Список продукции
которую можно будет ввозить на территорию России в рамках такого механизма, будет утверждаться Министерством промышленности и торговли по предложениям отраслевых ведомств. А следующее решение принято для того, чтобы производители молока могли освободиться от лишней административной нагрузки и сосредоточиться на главном сейчас – перенастройке производственных и логистических цепочек. Подписано постановление правительства, которое откладывает до 1 декабря 2023 года начало обязательного этапа маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Мы скорректировали сроки из-за сложившейся ситуации, и таким образом предприниматели смогут, не торопясь, найти замену недостающего оборудования. Одновременно отложим до той же даты обязанность отправлять информацию в систему мониторинга маркировки для организаций, закупающих молочную продукцию и воду для собственных нужд или производства. Это рестораны, кондитерские, образовательные учреждения, детские сады, больницы и другие. Ситуацию с молочной продукцией и детским питанием сегодня прокомментировал и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время выступления на заседании Думского комитета по аграрным вопросам. По словам главы ведомства, для сохранения стабильности в этом секторе правительство совместно с бизнесом сейчас ищет возможности для замены иностранных поставщиков упаковки. Патрушев подчеркнул, вопрос продовольственной безопасности имеет наивысший приоритет. Россия способна полностью обеспечить себя основными видами продовольствия. Предприятия агропромышленного комплекса работают в штатном режиме. На складах и в распределительных центрах сформированы запасы продуктов. Некоторые из них, например, сахар, пользовались ажиотажным спросом у покупателей. Однако и эту ситуацию удалось взять под контроль. Ситуация связана в том числе и с тем, что оптовики заранее смогли приобрести большие объемы данной продукции и неохотно сбывали ее в розницу, ожидая, что поднимется цена, и, по сути дела, они придерживали этот продукт. Значит, в этой связи были предприняты следующие меры, в том числе ряд федеральных торговых сетей ограничил количество сахара при реализации в одни руки. Рекомендации также направлены и в региональные сети. Кроме того, с 15 марта по 31 августа введен запрет на экспорт, на вывоз сахара из России, в том числе и в рамках ЕАЭС. Как известно, хлеб всему голова, поэтому на поддержку хлебопеков государство выделяет 2,5 миллиарда рублей. Что касается цен на импортируемые овощи, то на них должно повлиять следующее решение правительства. С учетом традиционного сезонного сокращения запасов овощей, так называемого борщевого набора российского производства, надо отметить, что динамика внутренних цен до конца сезона будет во многом зависеть от стоимости импорта. Со своей стороны мы инициировали обнуление импортных пошлин на овощи до 30 сентября. Решение принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии. Урожай в этом году должен порадовать. По словам министра сельского хозяйства, уже сейчас можно сказать, что он как минимум будет соответствовать ожиданиям, прописанным в госпрограмме, а как максимум лучше прошлогоднего, благодаря хорошим погодным условиям этой зимой. Наталья Юрьева, Светлана Баркова и Станислав Аплетин. Первый канал. В поддержке сейчас нуждаются деятели культуры. На Западе на российских артистов и музыкантов оказывают давление, рвут контракты. Для тех, кто попал под санкции, президентский фонд культурных инициатив выделил дополнительные гранты. Заявки начнут принимать уже 20 апреля. Об этом сегодня рассказал первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко. Поскольку сейчас резко увеличилось количество таких, знаете, прям актуальных текущих заявок, и поддержать творческие коллективы нужно, на которые есть попытка оказывать давление и лишить их источников финансирования, связанных с международной деятельностью. Поэтому сейчас Координационным комитетом приняли решение выделить 1 миллиард рублей. Это средства, которые могут и должны пойти на поддержку культурных проектов, связанных с российской культурной идентичностью, традиционными духовно-нравственными ценностями, поддержку коллективов и деятелей культуры, которые стали объектами санкционного давления за свой патриотизм и преданность стране. Сегодня на Землю с МКС вернулись российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ван де Хай. Для Дуброва этот полет был первым. Он провел на орбите почти год и установил рекорд среди россиян по продолжительности пребывания на МКС. Экипаж приземлился в Казахстане в 150 километрах
от Жесказгана, спускаемого по рате корабля «Союз МС-19», того самого, на котором 5 октября прошлого года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж. Участники уникального научно-просветительского проекта Роскосмоса и Первого канала «Вызов» актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Чепенко и командир корабля Антон Шкаплеров. Сразу после приземления он рассказал, как прошло возвращение домой. Прекрасная погода, все прошло штатно, никаких травм, никаких ушибов нет. Так что, хотя и пугали очень такой суровой погодой, особенно по ветру, но нормально приземлились на бочочек. Хочу всех поблагодарить, всех спасателей за четкую, сложную работу. Нам очень приятно, что есть такие люди и так четко работают. Спасибо всем огромное. Крепкий орешек Голливуда Брюс Уиллис уходит из кино и завершает карьеру. Это решение связано с его здоровьем. У актера диагностировали афазию. Это расстройство речи и нарушение ее восприятия. Синдром возникает при повреждении речевых отделов коры головного мозга в результате перенесенных травм, опухоли или инсульта. Брюс Уиллис стал любимцем публики после фильмов «Крепкий орешек», «Криминальное чтиво», «Армагеддон», «Пятый элемент», «Шестое чувство». Брюса Уиллиса сейчас поддерживает вся семья и, конечно, поклонники. 19 марта любимому актеру исполнилось 67 лет. На этом все. Следите за временем и оставайтесь в курсе событий. А сейчас в эфире Первого канала продолжение фильма «Янычар».